Сегодня в программе. Жуткие ритуалы Черного континента. Кто и зачем убивает детей в Уганде? Ужас, летящий на черных крыльях. Почему сороки в Австралии превратились в убийц? Лежачего не бьют. Откуда появилось знаменитое табу уличной драки? Какой вельможа организовал первый в России бойцовский клуб? Все самое интересное в загадках человечества. Только на РЕН-ТВ. Я вызываю Денниса О'Брайена на бой за 50 фунтов. При этом я буду драться с одной рукой, привязанной к спине. Поединок будет проходить по всем правилам на открытом ринге. Публика и мистер О'Брайен, если пожелают, могут провести инспекцию места боя, посетив мою резиденцию. Сумею Лид, помещик. Такое объявление было опубликовано в 1861 году в одной из австралийских газет. Состоялся ли поединок и кто в нем одержал верх, история умалчивает. Традиция кулачного боя уходит своими корнями в далекие времена. Дерущихся бойцов можно увидеть на древнеегипетских и вавилонских фресках. Какие негласные правила схватки на кулаках существовали на Руси? Откуда появилось правило лежачего не бить? Какой влиятельный царедворец организовал в Москве собственный бойцовский клуб? Ученики школы русских единоборств сошлись в сцеплялки-свалки. Так называется древняя разновидность боев без правил. Все. То есть это когда все против всех и каждый сам за себя. Когда на круг выходило там 10-20 человек, и вот по сигналу, кто последний останется стоять на ногах, тот и молодец, тот победил. Еще одно традиционное русское единоборство – кулачный бой. В княжеских дружинах рукопашные состязания проводили для тренировки воинов. Поединки на кулаках устраивали и в ритуальных целях. После крещения Руси началась борьба с языческими обрядами. В XIII веке за кулачные бои могли отлучить от церкви, а погибших в таких поединках запрещали отпевать. Однако искоренить кулачные бои на Руси не удалось. Со временем они превратились в народную забаву. Сражались деревня на деревню, улица на улицу и слобода на слободу. Как правило, лучшими кулачными бойцами были ремесленники. Считается, что самыми лучшими бойцами, которые участвовали в этих кулачных поединках, были именно тульские мастера, что, в принципе, неудивительно. Туляки работали на военных заводах, производили оружие, были людьми достаточно крепкими. В культурном центре Измайловский Кремль в Москве на Масленицу проводят реконструкции кулачных боев. Как правило, такие поединки устраивали во время праздничных гуляний. Все обставлялось как большой праздник, как большая ярмарка. То есть, как правило, чаще это все происходило зимой, поэтому это происходило на льду, на какой-то крупной замерзшей реке или озере. Вот в Москве это проходило традиционно на Москва-реке. Участники кулачных боев нередко получали серьезные травмы. Однако обиды на соперников никто не держал. После схватки бойцы братались и просили друг у друга прощения. Вбивали друг другу лица в кровь, потом обнимались, хохоча уходили до ближайшего кабака и вместе там праздновали. Причем даже не победу кого-то там, победителя, а просто сам факт участия. Нередко бои на кулаках устраивали для разрешения конфликтов. Это было чем-то вроде дуэли. За нанесенное оскорбление обидчика вызывали на кулачный поединок. Причем простолюдин мог бросить вызов купцу и даже боярину. Как правило, знатные люди выставляли вместо себя подготовленных бойцов. Если вдруг этот самый боярин проигрывал, то он по условиям кулачного боя, смотря какие были условия, он должен был что-то отдать. Ну, там, допустим, если он играл на какую-то часть имения или на какие-то денежные средства или ассигнации, он это отдавал. А вот тот человек, которого он нанимал и который проигрывал, он мог поплатиться жизнью за свой проигрыш. С помощью кулачных боев на Руси разрешались споры, связанные с какими-либо преступлениями. Такой судебный поединок назывался поле.
Обычно к нему прибегали, когда установить истину с помощью свидетелей было невозможно. Это был поединок без оружия, чисто на кулаках, в котором, вот, соответственно, выступали два поединщика. Тот, который забивал противника, оставался стоять на ногах, тот, получается, был прав. И кроме победы в поединке, ему, соответственно, присуждалось то, ради чего поединок затеивался. В кулачных боях были свои правила. Наносить удары разрешалось только руками, сжатыми в кулаки. Бить было можно в голову или в корпус. Удары ниже пояса, захваты, удушающие приемы запрещены. Нельзя было цепляться за одежду, что могло очень быстро привести к увечью, к падению и так далее. Обязательно не должно было быть никаких сопутствующих предметов. Да, например, там нож в рукаве, какое-то там средство, чтобы обессилить противника. Удары нужно было наносить исключительно в те места, которые, опять же, регламентировались. Это вот, например, там солнечное сплетение, под лопатки. Некоторые бойцы подкладывали в рукавицы камни или сжимали в кулаке металлические предметы. Одним таким усиленным ударом можно было покалечить соперника или даже убить. Чтобы избежать смертей и тяжких увечий, в 1726 году Екатерина I приказала осматривать перед массовыми поединками рукавицы бойцов. Тем же указом императрица запретила наносить удары сопернику, упавшему на землю. Так появилась поговорка «лежачего не бьют». Нарушителей правил кулачного боя строго наказывали. Должны были, во-первых, бить батагами. Причем, если первый раз человека ловили на таком, то ему назначали там определенное количество ударов. Ловили второй раз на таком нечестном поведении, назначали большее количество ударов. В конце концов, могли просто как каторжника поставить клеймо, на самом деле, и отправить в ссылку там, либо на каторгу, либо еще куда. Екатерина II относилась к кулачным боям благосклонно. Граф Алексей Орлов-Чесменский, брат фаворита императрицы Григория Орлова, даже организовал в своем имении подобие бойцовского клуба. Влиятельный придворный устраивал поединки, куда приглашал лучших бойцов со всей страны. Да и сам двухметровый царедворец нередко принимал участие в кулачных боях. О его богатырской силе ходили легенды. Алексей Орлов якобы мог выйти на бой сразу против 10 гренадеров. Он в какой-то мере убедил Екатерину в том, что это неплохо, это как бы такой вот национальный колорит. Кстати говоря, многие иностранцы, которые прибывали в Российскую империю, они с удивлением вообще наблюдали за этим мероприятием, потому что действительно это выглядело фантастически. Люди разного образования, иногда разного социального положения, они иногда на улице на одной никогда не встречались. То есть они там начинали дубасить друг друга, и потом еще после этого просили друг у друга прощения. Кулачные бои как народная забава просуществовали в России вплоть до 1917 года. Однако после Октябрьской революции их объявили пережитком царского режима и запретили. Многие мастера кулачного боя впоследствии стали знаменитыми боксерами. Далее в программе. Двойное убийство после праздника. Почему обычная семья из Техаса стала жертвой жестокой расправы? И зачем выживший свидетель просил помиловать преступника? Осторожно, они готовы выклевать глаза. Почему сороки в Австралии нападают на людей? Правда ли, что эти птицы без ума от блестящих предметов? Все самое интересное в загадках человечества. Только на РЕН-ТВ. На этой фотографии Дженнифер Дайер, жительница австралийского города Мельбурна. Врачи сделали женщине серию экстренных операций, чтобы спасти зрение. Дженнифер оказалась в ситуации, которая напоминает сцену из фильма Альфреда Хичкока «Птицы». Она пила кофе возле торгового центра, когда на нее неожиданно и без всякого видимого повода напала сорока. Пернатая хулиганка попыталась разодрать женщине лицо и несколько раз ударила клювом по глазам. Это далеко не единственный случай в Австралии, когда атака разъяренной сороки привела к серьезным травмам. В чем причина такого агрессивного поведения птиц?
И правда ли, что сороки любят блестящие предметы? Осторожно, здесь летают сороки. Такие предупреждающие таблички можно увидеть на улицах Австралии. В этой стране пернатые ведут себя как отпетые бандиты. Воруют еду, нападают на прохожих и атакуют велосипедистов. Они летят за мной и становятся все агрессивнее. Черт, прямо по голове попало. На счету у австралийских сорок несколько выклеванных глаз и даже человеческих жизней. Пару лет назад в Брисбене разъяренная сорока напала на мать с ребенком. Женщина взяла дочь на руки и попыталась увернуться от птицы, но споткнулась и упала вместе с малышом. От полученных травм девочка умерла. До этого из-за атаки сороки погиб сиднейский велосипедист. Отбиваясь от птицы, он съехал с тропы и на большой скорости врезался в забор. Свыше 4000 нападений, 600 из которых обернулись травмами различной степени тяжести. Это статистика по атакам австралийских сорок только за 2020 год. По законам страны жителям запрещено убивать и ранить птиц. Остается только обороняться. В ход идут зонты, очки, широкополые шляпы, шлемы и даже ведра. Все, что помогает защитить голову и глаза. Если мы понаблюдаем, как птицы вообще атакуют любой объект, они используют все доступные методы и, естественно, быстрые методы для того, чтобы вывести противоположный объект из строя. Но почему австралийские сороки охотятся на людей? У такого агрессивного поведения есть причина. По словам орнитологов, птицы воспринимают человека как потенциальную угрозу для своего потомства. Любые птицы, когда приближаются к их гнездам, они стремятся всячески свое гнездо защитить. Сороки в данном случае не исключение. Как правило, если вы находитесь вблизи их гнезда, начинают стрекотать, начинают как бы следить за вами, перемещаться вслед за вами. Причем для того, чтобы разозлить сороку, не обязательно подходить к гнезду вплотную. Самцы защищают территорию в радиусе 150 метров от него. Как только человек пересекает условную черту, пернатые идут в атаку. Они учат этому же своих же птенцов. Как надо себя вести при появлении такого чужеродного объекта. Понимаете, тут у них две цели – отогнать и обучить. Потому что вообще сороки – это семейные кланы. Они решают проблемы семьей. Сороки проявляют агрессию даже к своим сородичам. Эти птицы не терпят конкурентов и стараются всеми способами от них избавиться. Дело может дойти и до жестокого убийства. Они, как правило, настроены на то, чтобы отогнать. Но если этот индивидуум не будет никуда деваться, то, конечно, более сильная особь, она может заклевать другую и ее потом съесть. Сороки – одни из самых умных птиц. Благодаря развитому интеллекту пернатые запоминают и распознают людей по внешности. Лицо обидчика они не забывают годами. Более того, сорока – единственная птица, которая узнает себя в зеркале. Это доказал эксперимент немецких ученых. Они незаметно для птицы наклеивали маленькую бумажку, которая не очищалась, на лицо птицы. Когда птица подходила к зеркалу, после того, как она видела, что есть эта бумажка, она начинала срывать эту бумажку с себя. То есть именно таким способом ученые доказали, что птицы этого семейства, они в зеркале себя ассоциируют сами с собой. Еще один любопытный эксперимент пытались провести австралийские ученые, но сороки их перехитрили. Исследователи прикрепили к головам птиц специальные трекеры. Предполагалось, что с их помощью удастся побольше узнать о передвижениях пернатых. А сороки, достаточно быстро сообразив, что именно эти устройства им мешают, они просто им дискомфортны, научились друг у друга снимать вот такие вот эти устройства, как бы освобождать себя от этих дискомфортных пут. В народе сорок называют воровками. Считается, что эти птицы крадут блестящие предметы для украшения гнезд. Орнитологи из Эксетерского университета в Англии решили это проверить.
Они разбросали по территории кампуса металлические болты, шурупы и кольца из фольги. Рядом положили предметы, выкрашенные в голубой цвет. А для привлечения птиц рассыпали орехи. В итоге большинство сорок даже не притронулись к блестящим предметам. Вместо них предпочли еду. Но, по словам специалистов, подобный эксперимент все же не развенчивает миф о любви сорок к украшениям. Сороки, конечно, подбирают какие-то блестящие предметы, но, с другой стороны, они могут и не подбирать. То есть это все зависит от настроенности данной особи. Когда ставится эксперимент, скажем, у группы голодных сорок, что они выберут между блестящим предметом, матовым предметом или едой, то, конечно, сороки, наверное, выберут все-таки еду, потому что у них мотивация пищевая. За еду сорока может даже помочь с уборкой. Шведский инженер Ханс Фосберг научил пернатых собирать мусор. Он соорудил кормушку с металлодетектором. Каждый раз, когда сорока бросает туда пробку или банку, устройство выдает ей корм. Инженер собирается усовершенствовать свое изобретение и научить птиц новым трюкам, чтобы они могли собирать бумажные отходы, окурки и упавшие с деревьев фрукты. Далее в программе. Как появилась легенда, что звуки труб фараона Тутанхамона вызывают войны. Все самое интересное в загадках человечества через несколько минут. Только на РЕН-ТВ. Тот, кто владеет этим бриллиантом, будет хозяином всего мира, но также познает все его беды. Только Бог или женщина могут владеть им безнаказанно. По легенде, это строчки пророчества о бриллианте Кохинур. Его название переводится с фарси как «гора света». Драгоценный камень считается проклятым. Владельцев бриллианта, индийских, афганских, иранских правителей предавали, сажали в тюрьму, пытали и казнили ужасными способами. В конце концов, Кохинур оказался в короне королевы Елизаветы. Правители не раз становились владельцами вещей, которые преследует дурная слава. Почему появилась легенда, что звуки труб фараона Тутанхамона вызывают войны? И какой император поместил на видном месте в своем кабинете пистолет, из которого его пытались застрелить? Британский король Карл III и его супруга Камила оказались в центре международного скандала. Причина – предстоящая коронация монаршей четы, намеченная на 6 мая. По предварительному сценарию, во время церемонии Карл III наденет корону святого Эдуарда, а Камила – венец королевы Елизаветы, который украшает бриллиант Кохинур. Именно этот камень и стал поводом для политических разногласий между Лондоном и Дели. Как заявили представители индийского премьера Нарендра Моди, цитата, «коронация Камилы и использование Кохинура пробуждают болезненные воспоминания о колониальном прошлом». В 1922 году представители правящей партии Индии объявили, что Кохинур должен принадлежать индийскому государству или богу. Кохинур никогда не выставлялся на торги. Его завоевывали, крали, либо дарили. По легенде, первым владельцем алмаза был мифический князь Карна, сын бога солнца. Реальную историю Кохинура можно проследить примерно с начала XIV века. Предположительно, Кохинур нашли в знаменитых копьях Голконды на востоке Индии. На протяжении нескольких столетий Кохинур украшал тюрбаны раджей Малавского султаната. Эти правители верили в древнее пророчество, которое гласило: в день, когда камень упадет с тюрбана раджи, весь народ Малвы станет рабами. Пророчество сбылось. Могущественную Малву завоевал делийский султан Алла-ад-Дин. Вместе с сокровищами раджей ему достался и Кохинур. В дальнейшем камень неоднократно менял своих владельцев. Многие индийцы верят, что над Кохинуром тяготеет древнее проклятие. Якобы камень нельзя забрать силой или украсть, а можно только преподнести в дар. Иначе владельцы ждут несчастья.
С проклятием кровавого бриллианта столкнулись и британцы, которые в середине 19 века вывезли камень в Лондон. На судне, которое везло Кохинур в Лондон, началась эпидемия холеры. Затем корабль едва не потерпел крушение у берегов Великобритании. Примерно в эти же дни на королеву Викторию напал сумасшедший и нанес ей удар тростью в лицо, а вскоре бывший премьер-министр Англии сэр Роберт Пил упал с лошади и скончался. Всю эту череду несчастий суеверные британцы связывали с проклятием Кохинура. Королева Виктория суеверной не была и в проклятие Кохинура не верила. Но чтобы Британию не обвинили в хищении камня, ее величество убедило юного махараджу Далипа Сингха официально передать алмаз английской короне взамен на внушительный пансион. Она приглашает 15-летнего индийского раджу к себе в Лондон, и он передает в руки Виктории этот артефакт. Таким образом, он не украден, не омыт кровью, а как бы отдан добровольно. Таким образом, проклятие снимается. В 2016 году Верховный суд Индии окончательно признал Кохинур собственностью Великобритании. Как говорится в резолюции суда, камень был передан англичанам добровольно, в качестве компенсации за помощь сикхам в войне. Тем не менее, часть индийского истеблишмента до сих пор лелеет надежду вернуть алмаз на историческую родину. Кохинур далеко не единственная драгоценность, ставшая предметом международных судебных разбирательств. В 1987 году власти Турции подали иск против Нью-Йоркского музея «Метрополитен», который выкупил у контрабандистов так называемый Лидийский клад – сокровище царя Крёза. Лидийский царь Крёз, тот самый царь, имя которого стало нарицательным, богат как Крёз, был пленен персидским воинством. Погиб. Его богатство было закопано в землю. Лидийский клад – это 363 уникальных артефакта, датируемых VII веком до нашей эры. В 1966 году сокровища нашли черные археологи при раскопках в турецкой провинции Ушак. Коллекцию контрабандой вывезли в США. Но после многолетних судебных разбирательств американцы были вынуждены вернуть клад законному владельцу – Турции. Сокровища выставили в археологическом музее Ушака. Однако на этом история не закончилась. В 2006 году из музея украли один из самых ценных экспонатов коллекции – золотую брошь царя Крёза. Это украшение считается проклятым. Эта брошь, она выглядит в виде морского конька с змеиным хвостом и змеиной чешуей, с подвесными как бы цепями, имитирующие ноги. Она выполнена из золота, и по поверью она принесла много несчастья, эта брошь, в том числе тем рабочим, которые нашли ее. Они все погибли при невыясненных обстоятельствах. О пропаже артефакта стоимостью несколько миллионов долларов в музее узнали не сразу. Дело в том, что похитители заменили брошь на искусную подделку. Полиция изъяла эти изделия на экспертизу, и действительно подтвердилось, что вот эта самая брошь и одна золотая монета, они являлись подделкой. И что к похищению оригинала был причастен директор этого краеведческого музея, который оказался игроманом и продал за солидные деньги оригиналы, тем самым пытаясь возместить свои убытки. В итоге похищенную драгоценность обнаружили в Германии. Власти ФРГ вернули ее Турции. Директора музея отправили за решетку на 13 лет. На суде он заявил, что в его бедах виновата проклятая брошь. Печать древнего проклятия по преданию лежит и на этих артефактах – трубах Тутанхамона. Их обнаружили в гробнице легендарного фараона в 1922 году. Инструменты, молчавшие более 3000 лет, вновь зазвучали в эфире британской радиостанции в 1939. 150 миллионов человек по трансляции слушали звучание труб Тутанхамона. В 1939 году, как мы помним, началась Вторая мировая война.
Трубы фараона зазвучали вновь в 1967 году, а на Ближнем Востоке вспыхнула шестидневная война между Израилем и коалицией арабских государств. Мистика или совпадение? Мы говорить не можем, но тем не менее исторический факт налицо. Трубы берутся в руки, звучит музыка, и совершается большая катастрофа. Большой катастрофой, но уже для Российской империи, едва не закончилось покушение на Александра II. В 1866 году революционер Дмитрий Каракозов выстрелил в государя, который прогуливался у Летнего сада. Если бы террорист не промахнулся, Александр II не провел бы несколько ключевых реформ, а Россия, возможно, не выиграла бы войну с Турцией. Удивительно, но после покушения император забрал себе пистолет, из которого его едва не застрелили. По свидетельствам современников, царь хранил это оружие в своем кабинете, как память о своем невероятном везении. Александр II пережил 5 покушений, но в 6-й раз революционеры все же добились своей цели. Император был смертельно ранен в результате взрыва бомбы, которую бросил ему под ноги народоволец Игнатий Гриневицкий. На этой фотографии счастливая семья из Техаса во время отдыха на озере. Кент Уитакер – владелец строительного бизнеса. Его жена Патрисия – учительница начальной школы. Рядом сыновья Кевин и Барт. В декабре 2003 года этот снимок опубликует множество американских газет. Причиной пристального интереса прессы стало двойное убийство. Патрисию и Кевина застрелили возле собственного дома. Полиция сначала решила, что обеспеченная семья стала жертвой грабителей. Но все оказалось не так просто. Итоги расследования шокировали жителей Шугарленда, тихого пригорода Хьюстона. Как полицейские поняли, что ограбление просто пытались инсценировать? И почему на суде отец семейства Кент Уитакер просил помиловать виновного в гибели жены и сына? Соседи говорят, Уитакеры были дружной и любящей семьей. Патрисия и Кент очень гордились своими сыновьями. Младший Кевин рос веселым, спортивным и очень обаятельным парнем. Барт в скором будущем обещал стать блестящим юристом. В 2003 году он похвастался родителям, что с отличием закончил университет по специальности «Уголовное право». По этому поводу 10 декабря Барт заказал столик в ресторане и пригласил семью. Что с радостью с семьей было воспринято, что мама, что отец, что младший брат с удовольствием поехали в ресторан, прекрасно провели время. При этом родители подарили Барту часы Rolex, которые стоили в то время около $4000, достаточно дорогой подарок. После праздничного ужина Уитакеры всей семьей вернулись домой. Барт на несколько минут замешкался возле машины. После парень говорил, что, возможно, это спасло ему жизнь. Когда дверь дома открылась, грянули выстрелы. Кевин, младший сын, он открыл дверь, и первое, что услышали все, это выстрел. Он упал замертво прямо на пороге своего дома. Моментально после этого мать Патрисия, единственное, что она успела вскрикнуть «О, нет!» и тут же упала на пол, тоже выстрелом ее поразили. Подбежал отец, Кент, его ранили тут же в плечо. По словам Барта Уитакера, в доме он увидел человека в маске. Забыв про осторожность, бросился на преступника, но тот прострелил парню плечо и скрылся. Истекая кровью, Барт успел вызвать полицию и потерял сознание. Кента Уитакера, его старшего сына и жену доставили в больницу. Но спасти жизнь Патрисии не удалось. Она потеряла слишком много крови. Кевин скончался на месте. В итоге из образцового семейства остались в живых только отец и сын. Эту потерю было очень страшно пережить. Полиция тут же начала расследование. В день убийства все было похоже на ограбление. Будто бы вор забрался в их дом и, испугавшись, решил убрать свидетелей. Случившееся с Уитакерами потрясло Шугарленд. Район, где жила семья, считался самым тихим и безопасным в городе. Соседи знали друг друга с детства. В большинстве домов установлена сигнализация. Даже кражи там случались редко, а тут двойное убийство.
Все указывало на ограбление, причем, по мнению полицейских, не самое умелое. Проводят проверку полиции. Вроде бы все понятно. Зашли в дом, ящики аккуратно выдвинуты. Вроде как дом перевернут, вещи лежат в хаотичном порядке, но тем не менее ничего не пропало. При этом при проведении проверки было установлено, что на втором этаже дома находился сейф. И в этом сейфе лежал пистолет отца, и именно из этого пистолета были произведены смертельные выстрелы. Пистолет следователи обнаружили на полу, но отпечатков пальцев на оружии не было. Возле автомобиля полицейские также нашли черную перчатку. Ее отправили в лабораторию. Удивляло одно. Для новичка преступник проник в дом очень аккуратно. Двери и окна остались целы. Появилась версия, что убийца просто попытался инсценировать ограбление. Внезапно Шугарленд потрясла еще одна страшная новость. На следующий день после происшествия в семействе Уитакер в соседнем доме произошло подобное происшествие. Молодой студент, 20-летний Джером Литом Браун, ворвался в дом для того, чтобы его ограбить. Никто не пострадал, но когда его начала преследовать полиция, он покончил с собой. Он уже был судим за торговлю наркотиками, и полиция моментально связала эти два дела. Казалось, в деле о двойном убийстве скоро можно будет поставить точку. Поскольку предполагаемый преступник погиб, для помощи в расследовании привлекли кинолога. Но следов пребывания подозреваемого в доме Уитакеров служебные собаки не обнаружили. Перчатка, которая оставалась у автомобиля Барта, никаким образом не была связана с этим преступником. Плюс у него был свой собственный пистолет, свое оружие. А мы помним, что у Уитакеров оружие было их семейным. Никак они не были связаны, и даже ни одна зацепка не подтвердилась. То есть запахи были совершенно разные. Пока шло расследование, из больницы выписали оставшихся в живых Уитакеров – Кента и Барта. Детективы попросили их показать на месте преступления, как произошло нападение. Глава семейства охотно отвечал на вопросы, был четок и логичен. А вот поведение Барта во время допроса показалось следователям подозрительным. Молодой человек явно нервничал и путался в фактах. Это можно было объяснить посттравматическим стрессом. Но на всякий случай полицейские решили поговорить с университетскими друзьями Барта. На запрос полиции пришел шокирующий ответ. Никакой университет сын, старший Барт, не закончил, поскольку еще с первого курса он был отчислен. И все это время он подделывал экзаменационные листы, подделывал свой студенческий билет, представлял родителям фальшивые оценки и отзывы преподавателей о том, что он такой прекрасный студент. Но зачем же Барт обманывал семью? Когда его напрямую спросили об этом, молодой человек стал уверять, что просто не хотел расстраивать родителей. Такие оправдания устроили главу семейства. Но полицейским они не показались исчерпывающими. И тут в деле появился неожиданный свидетель. К следователю обратился некий Адам Хип. Это был приятель Барта. Он рассказал о том, что в 2001 году Барт обращался к нему с планом о покушении на его семью. И полиция передавала эту информацию родителям Барта, но они тогда восприняли это как какую-то совершенно несерьезную шутку. В свете дела о двойном убийстве эта информация обрела совершенно иной окрас. Однако прямых улик против Барта все еще не было. Лично совершить убийство он не мог. Это следовало из показаний выжившего свидетеля, его отца. Значит, для доказательства причастности к преступлению несостоявшегося юриста необходимо было найти наемного убийцу. Полицейские все внимание сосредоточили на ближайшем окружении Барта Уитакера и вышли на двух его приятелей с криминальным прошлым. Стивена Шампейна и Кристофера Брошера задержали. И Барт, недолго думая, украл последние деньги отца и покинул территорию Соединенных Штатов. Долго его не могли найти, пока вся эта история не попала в СМИ. За поимку Барта Уитакера объявили вознаграждение. 14 сентября 2005 года полицейским улыбнулась удача. Им позвонил человек и рассказал, что сейчас Уитакер-младший живет в Мексике под новым именем. Подозреваемого экстрадировали в США и поместили под стражу. Свою вину Барт отрицал.
Но его сообщники уже во всем признались. Стивен Шампейн и Кристофер Брошер оба участвовали в нападении на семью своего заказчика. Почему Барт Уитакер решил расправиться с родными, так до конца непонятно. Тяжелее всего было сообщить отцу об этом. Сначала он опешил, а потом чуть слышно проговорил: «Или вы, ребята, ошибаетесь, или мой сын – чудовище». И мне пришлось сказать ему: «Да, ваш сын – чудовище». По итогам громкого судебного разбирательства Крис Брошер получил пожизненное заключение с правом на условно-досрочное освобождение в 2035 году. Его подельник Стив Шампейн сел в тюрьму на 15 лет. Заказчика убийства приговорили к смертной казни. Кент Уитакер умолял оставить Барта в живых, хотя уже точно знал, что тот виноват в гибели жены и сына. Все время судебного процесса, в данном случае рассматривался суд присяжных, он убеждал всех присяжных, просил не наказывать его сына, считал, что в данном случае он потеряет вообще всю семью, поскольку кроме сына у него никого не осталось. Он его полностью простил. Суд внял просьбам отца. Всего за 45 минут до назначенной казни приговор Барта заменили на пожизненное заключение. Находясь за решеткой, монстр из Шугарленда сказал, что благодарен за смягчение приговора. Но не из-за страха собственной смерти, а потому что отец не пережил бы еще одной утраты. Федерация футбола Руанды официально запретила использовать черную магию во время матчей. В противном случае тренеру команды и игрокам грозят дисквалификация и штраф в размере $246. По местным меркам большие деньги. Такое решение спортивные чиновники приняли после того, как форвард команды Мукура Виктори якобы заколдовал ворота соперника команды Райан Спорт и забил в них гол. Звучит невероятно, но магические ритуалы и колдовство до сих пор неотъемлемая часть повседневной жизни африканцев. Местные правозащитники заявляют, жертвами ведьм и шаманов ежегодно становятся десятки тысяч людей. Какая участь ждет мать, родившую близнецов? И кто в Африке ведет охоту на ведьм? По данным ООН, только в Нигерии за последние несколько лет в колдовстве обвинили около 15 тысяч малышей. Все они оказались на улице. Они собираются на таких огромных свалках, собирают железные банки и пластиковые бутылки. На голове у них одеты какие-то непонятные пластиковые сетки, чтобы их никто не увидел, они просто боятся даже показать свое лицо. Поводов для обвинения ребенка в колдовстве предостаточно. В связях со злыми духами могут уличить за необычное родимое пятно, рано прорезавшиеся зубы, хромоту или косоглазие. Таких детей чаще всего топят или травят, и никто никогда не скажет, что малыш был убит. Здесь говорят, ребенок отправился домой к настоящим родителям, имея в виду духов и местных богов. Это настоящая средневековая охота на ведьм. Это обычная с виду деревня «Лагерь для ведьм». Он находится в Гане. Здесь живут около 300 женщин, заподозренных в колдовстве и изгнанных из родных селений. Вернуться домой они не могут. Это большой риск не только для самих ведьм, но и для их близких. У меня выжило 4 детей из 14. Я наврежу им, если вернусь. Со мной и с ними могут расправиться. За детьми присматривает моя сестра, а я буду здесь до самой смерти. Власти Ганы не раз обещали закрыть лагеря для ведьм, но в стране по-прежнему функционирует 6 таких гетто. По некоторым оценкам, там живут более 1000 женщин, обвиненных в колдовстве. В некоторых селениях Африки беременных женщин, обвиненных в колдовстве, приносят в жертву, чтобы задобрить богов. Несчастные убивают, а потом изымают плод. Так получается как бы двойная жертва богам. А вот суеверные жители Мадагаскара видят угрозу в появлении на свет близнецов. Считается, что их мать осквернила себя связью с темными силами и навлекла несчастье на всю семью. Раньше несчастную женщину вместе с детьми попросту убивали. Но сейчас жуткая традиция постепенно сходит на нет. Ритуальные убийства сегодня практикуют во многих странах Африки к югу от Сахары. В Нигерии, Эсватини, Либерии, Танзании, Намибии, Мозамбике. Самая печальная слава у Уганды.
Сами колдуны и знахари считают, что ребенок, принесенный в жертву, увеличивает их магическую силу. Из плоти умерщвленных детей нередко готовят различные снадобья. Детей, обреченных на заклание, очень сильно калечат. Недавно правозащитники расследовали дело 7-летнего мальчика по имени Аллан Симбатия, которого колдун бросил умирать в джунглях. Ребенок выжил чудом. Его нашли волонтеры. Самое поразительное, что до недавнего времени в Уганде не было никакого наказания за детские жертвоприношения. Лишь в 2016 году местные власти приняли закон, который запрещает ритуальные убийства, торговлю людьми, сексуальную эксплуатацию и калечащие операции на женских половых органах. Правда, искоренить варварские традиции с помощью законодательства не удалось. Суды крайне неохотно рассматривают такие дела и часто спускают их на тормозах. Далее в программе. Золото и кости в древней гробнице. Почему убили всех слуг богатой и влиятельной жительницы шумерского города? Все самое интересное в загадках человечества через несколько минут. Только на РЕН-ТВ. На этой фотографии один из древнейших экспонатов Британского историко-археологического музея. Драгоценное украшение из гробницы Пуаби. Пуаби, чье имя переводится как «слово моего отца», была высокопоставленной жительницей шумерского города Ура. По одной версии царицей, по другой жрицей. Гробницу Пуаби обнаружили британские археологи в конце 20-х годов прошлого века. Чем удивил исследователей древний некрополь? И почему британские власти запретили проводить ДНК-тест останков Пуаби? Это все, что осталось от города Ура, крупнейшего центра шумерской цивилизации. Руины древнего поселения находятся в пустыне, на юге современного Ирака. В 20-е годы прошлого столетия здесь начал масштабные раскопки британский археолог Леонард Вулли. В песках пустыни ему удалось найти шумерский некрополь почти с 2000 захоронений. Практически все гробницы оказались разграблены. Целиком сохранилась только одна – гробница женщины по имени Пуаби. Откуда мы знаем ее имя? Была обнаружена цилиндрическая печать. Она представляет собой такой цилиндрик. И при прокатывании этого цилиндра по глине образуется некое изображение. И вот там было написано, как считается, ее имя. Первоначально она была прочтена как Шубат. Впоследствии это было признано ошибочным, более правильное чтение Пуави. И в названии имени была приставка «нин», что означает какое-то знатное лицо. По данным исследователей, Пуаби жила в 3-м тысячелетии до нашей эры и умерла примерно в 40 лет. Ее гробница – настоящая сокровищница. Рядом с останками женщины археологи нашли массивный головной убор с золотыми пластинами, статуэтки животных, различные амулеты, древнейшие в мире арфы, серебряную посуду, золотые булавки, ожерелья и браслеты. Большинство предметов были украшены драгоценными камнями, лазуритом и красным сердоликом. Но гробница Пуаби поразила археологов не только найденными в ней драгоценностями. У входа в склеп ученые обнаружили остатки повозок, кости валов и скелеты воинов, держащих в руках копья. А рядом с усыпальницей лежали кости десятка женщин, некоторые из которых были погребены вместе с музыкальными инструментами. Всего в одном склепе с Пуаби шумеры похоронили 52 человека. Археологи предполагают, что все они были слугами знатной жительницы города Ура. Людей с высокопоставленными особами хоронили обычно в ритуальных целях, чтобы эти люди потом в загробной жизни, а все древние люди верили в загробную жизнь, чтобы они им там прислуживали, помогали. Сначала археологи не заметили никаких повреждений на останках умерших слуг. Зато рядом с костями обнаружили остатки ртути и киновари. Поэтому Леонард Вулли предположил, что людей отравили. Но позже ученые из музея Пенсильванского университета опровергли эту версию. С помощью компьютерной томографии им удалось разглядеть на черепах умерших следы от удара тяжелым предметом.
Предположительно, шумеры убили людей в другом месте, а затем переодели и перенесли в гробницу их госпожи Пуаби. В этом погребении были обнаружены молотки с острым концом, которым, возможно, и были убиты вот эти вот люди, у которых обнаружили повреждения на черепе. Но надо сказать, что такие вот молотки, это клевцы, на самом деле очень распространены в археологических культурах этого региона, этого периода. Но кем же была таинственная Пуаби, ради которой жители города Ура убили 500 людей и не пожалели нескольких килограммов драгоценностей? Ученые до сих пор не могут ответить на этот вопрос. Есть мнение, что Пуаби была жрицей. На артефактах, найденных в гробнице, археологи заметили изображение древних шумерских богов. По другой версии, настолько богатая гробница могла быть только у царицы из первой династии Ура, которая правила с 26 по 25 век до нашей эры. Это была династия, правившая в Шумеро-Аккадском царстве, которая объединяла под собой всю Месопотамию. Это был последний период шумерской государственности. Но самую необычную версию о происхождении Пуаби выдвинул американский писатель Захария Ситчин. Он предположил, что женщина, чьи останки нашли в шумерском некрополе, была даже не человеком, а инопланетянкой. По его мнению, шумерскую цивилизацию создали анунаки. Это сверхразвитая раса, которая, по словам Ситчина, изначально жила на таинственной планете Нибиру. Планета Нибиру столкнулась с другой планетой Тиамат, которая была где-то между Юпитером и Венерой. И в результате этой катастрофы обитатели этой планеты Нибиру потеряли, так сказать, свой родной дом, и им пришлось переселиться на Землю. Теория Ситчина возмутила научное сообщество. Ученые обвинили писателя в том, что он абсолютно неверно расшифровал мифологию шумеров. Анунаки действительно это известные существа из шумерского эпоса. Это класс богов, которым поклонялись. А он считает, что анунаки это были инопланетяне, которые прилетели на Землю. Но Захария Ситчин не сомневался в верности своей теории о внеземном происхождении шумерской цивилизации. В 2010 году писатель обратился в Лондонский музей естественной истории с требованием провести ДНК-тест останков Пуаби. Ситчин считал, что анализ поможет выявить инопланетные гены у жительницы шумерского города. Но подтвердить или опровергнуть свою версию писателю так и не удалось. Сотрудники музея отказали ему в проведении ДНК-теста, поскольку Ситчин не был ученым, а его теория была признана псевдонаучной. А просто так прийти и сказать, сделайте ДНК, но это так не работает в современном мире. Опять же возникает вопрос, а как он хотел проверить по ДНК происхождение этой Пуаби? Мы берем ДНК инопланетян, берем ДНК вот этой, например, Пуаби, сравниваем, и вот на основании сравнения этих ДНК можем сделать вывод, относится она к инопланетянам или нет. Но, насколько я знаю, на данный момент нет ни одного ДНК инопланетян, поэтому мы не можем проверить его гипотезу. Кем на самом деле была Пуаби, пока не удалось выяснить. Шумерская цивилизация хранит много загадок и тайн. Считается, что шумеры изобрели письменность, стекло, колесо и календарь, а также первыми в мире приручили рогатый скот. Но откуда пришел древний народ, неизвестно. Ученые предполагают, что шумеры заселили юг Месопотамии около 6000 лет назад. На протяжении 2 тысячелетий цивилизация процветала, а потом внезапно исчезла. Исследователи из Оксфордского университета предполагают, что древних жителей Месопотамии погубила климатическая катастрофа. Как выяснили ученые, примерно в 22 веке до нашей эры на Ближнем Востоке началась сильнейшая засуха, которая лишила шумеров урожая и всех запасов воды. Это были загадки человечества, и я, Олег Шишкин. А сейчас смотрите невероятно интересные истории.